новый стиль. А что это будет за штука? Сейчас, секунду. В общем, вот, что происходит. Я думаю, проговорю-ка некоторые штуки про скетчинг. Блин, такая девушка прошла. У нее на носу прищепка. Я такой, ну так, что это такое? Почему ты такая? Она смотрит на меня, а у меня на голове и хвостик. В общем, такие два чумбрика посмотрели друг на друга и разлетелись. Вот, а сегодня тема про почему перо? Почему перо? За нафиг оно нужно? Почему не использовать современные материалы для скетчинга? Я думаю, у меня такого видоса не было на канале, который подробно это все разбирает. Я так привал дел от прямых эфиров и радостно буду сейчас юзать эту тему. Посмотрим, что получится. Я иду по Петербургу. Ну, я живу в Петербурге, проектирую в Италии и в России. Ну, еще где-нибудь. Ну, такая у меня веселая история. В общем, если хотите, то задавайте вопросы. Если не хотите, то просто смотрите. Так, буду поглядывать на экран, и там, наверное, я что-нибудь увижу, если что-нибудь кто-нибудь напишет. В общем, почему перо? Это очень странная штука, потому что я там очень много, очень долго, очень разные и очень большие, очень маленькие проекты, ну, делал изначально по, ну, такой типичной схеме. Ну, есть проект, ну, есть данность, идет, ну, есть некоторые материалы для изучения, и это все радостно изучается, потом делается, ну, какая-то идея находится, ну, потом делается проект, ну, и в нем учитывается все такое важное, там, функция, логика, экономика, развитие, прочие штуки. Вот. А потом я начал немножко работать в Италии, и оказалось все немного сложнее и веселее. Там я бы сформулировал, что пришло, это такое концептуальное проектирование. Вот я бы его назвал, но я очень сильно выхолощиваю термин. Очень сильно. Прям очень-очень сильно. Это нужно понимать. И мне вдруг оказалось, что для перебора вариантов, которые происходят в голове, их начало происходить просто чудовищное количество. Потому что я понял некую иную схему мышления. Вот. Эта схема мышления, она просто перевернула полностью мой подход к проектированию. И сейчас я приезжаю в Россию и проговариваю эту историю. Ну и часто встречаю прям такое не вполне понимание даже очень подготовленных людей. Ну окей. Вот. И перебор вариантов, он нужен был такой быстрый. И желательно очень красивый. Вот. Как это можно совместить? Я, честно говоря, не знаю. Была такая задача. Это нужно было радостно совместить. И что получилось? Получилась такая штука. Я давай экспериментировать, как можно оптимизировать процесс. Что с ним можно сделать? Да, блин. Я и так был на пике оптимизации вот этой схемы. Потому и быстро все делал очень, и хорошо, и круто. Там, в общем, были такие очевидные плюсы. Но все равно это оказалось медленно. Недостаточно. И эти схемы, они вели просто такое, просто убивание моего времени. Нужно было быть автоматом. А я думал, а можно ли, например, рисовать концептуальные идеи, которые приходят в голову, вот такую бритую местами, и зарисовывать их, и так, чтобы было, просто офигенно, чтобы потом мой вот этот вот проектный скетчбук можно было смотреть, и что происходило, чтобы люди прямо обалдели.
ну, и от проектных решений, ну, это то, что у меня в башке, ну, я, в принципе, уверен в этом, более-менее, ну, уверен. Ну, да, это нормально и хорошо. А чтобы мой скетчбук так можно было растопырить, и там, ого-го, какие штуки, и ого-го, как подано. И желательно, чтобы это было супер быстро. То есть идею супер быстро я заложил с самого начала. Ну, я давай думать про... Ну, скетчинг — это же классная тема. Ты очень быстро даешь какую-то... Ну, фиксируешь мысль. И вот есть разные стили скетчинга. Их сейчас просто навалом. Питер, 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 родной, я твой. Их сейчас просто навалом. И что же? А то, что, ну, лично мне это все казалось полная ерунда. Потому что некоторые, или как детский рисунок, другие это тупо, ну, фотошоп, там обмазывание фотографий, ну, это смешно. Ну, не смешно, нормально, но это не скетчинг, это тупо визуализация. Ну, не в фотошопе, так в другой хрени, ну, какая разница. Некоторые, ну, маркерами, ну, блин, это такое, что вот, ну, итальянцы называют инсалатто. Салат. Не проект, а салат. Ну, окей. Ну, короче, я брюзжал по поводу того, что мне ничего не нравится. А что тебе это нравится вообще? Что? Я думал, ну, давайте я попробую линеры, попробую маркеры, попробую всю эту ерунду. Ну, и я пробовал. И у меня упорство ого-го какое. Можно посмотреть по моим видосам на YouTube. Их дофига. От слова дофига. Вот. Но ничего такого, чтобы, ну, просто сразу вот так вот резко и бамс, и круто выглядело, и немножко пояснений, и бамс, полет, и эффект, и импрессия. Вот ничего такого и рядом не стояло. Все мучительно. Мучительно цвет, мучительно линии, эти аккуратистские, мучительно эффект. И скорость не увеличивалась, а только уменьшалась. Вот в этом была большая проблема. То есть, ну, это как отдельный процесс был. Вот. Я искал и не знал, где найти. Вообще не представлял себе, где это можно. Ну, что я в итоге начал делать? Я начал смотреть, а как, ну, типа, старинные архитекторы, что они делали? Как они поступали? Ну, и стал смотреть, как они рисовали. А это оказалось, ну, дофига трудно. Ну, очень эффектно. Вот эти все архитектурные рисунки, архитектурная графика. Это дико эффектно, ну, с моей точки зрения. Ну, блин, невероятно заморочено. Я смотрел на эту стилистику и грустил. Грустил очень сильно, потому что, типа, близок локоть, а не укусишь. Что с этим делать, я не понимал. О, пойду под деревьями. Такой антураж. Ты. Ну вот, что-то с этим делать я вообще не понимал. Но потом понял. Потом посмотрел, ну и подумал. А если я все-таки не буду бояться идти в эту большую сложную историю? Может быть, ну, я найду, как выкрутиться. Типа сначала будет больно, тяжело, страшно. Ну, это нормально. Нормальный процесс, там, хождения в какую-то штуку. А потом, может быть, я найду вот эти моменты оптимизации. И оказалось, что найду вообще. Найду. И нашел. Что получилось? То есть была такая большая дирекция, ну, направление на то, чтобы делать вот этот, именно двигаться постепенно к такому очень эффектному стилю. Ну, я подумал, ну ладно, если даже это увеличит мои затраты времени и трудозатраты, то, ну, все равно это с пользой пойдет, потому что это проектная графика, это высокий стиль,
Это не массовая история, это прям дорогая история. Для имиджа дико полезно. Ну, в общем, начал разбираться. Но что произошло? Это очень интересно. То, что практически эту работу никто не отменял. Я там своим творчеством могу заниматься, там сколько хочу, но нужно же делать результат. И что получилось? О, блин, я сейчас зайду в очень симпатичное место. Смотрите. Классно. Вот, что получилось. То, что в голову начали фрагментарно приходить какие-то паттерны. Вот, например, я приезжаю куда-нибудь в Рим и смотрю на такую красоту безумную. Я думаю, нужно нарисовать. Ну, это же круто. Я же изучаю эту культуру. Я же изучаю то, как работают ихние архитекторы. Я же, должен стать не хуже. Я же должен стать лучше. Мне же есть кого перерастать, стремиться. А иначе нафиг все это было. Ну вот. Ну и я начал скетчить домики. А когда я начал это, так как одновременно шло много практической работы, я вдруг начал замечать, что когда я рисую домик, у меня происходит как будто бы изучение проекта. Изучение проекта домика. Домик не как картинка, а как проект. Я такой, очень интересно, что происходит. Ну, я раньше тоже пытался понять. Везде же универсальные принципы. Там ты смотришь на архитектуру, ты смотришь пейзаж, ты смотришь на всякие штуки, рисунок, скульптура. Гармония взаимопроникаема. Логика может быть разная, там цели задачи может быть, все может быть разное. Но общая идея, структура есть. Если ты прокачиваешься в одном, то опосредованно левелы перетекают на другие вещи. Я такой думаю, окей, классно. И смотрел на эти домики, и чем больше рисовал, тем больше приходило такое понимание, что типа, я больше понимаю практически, как мне работать. У меня как будто бы, когда я делаю скетчинг, происходит процесс обучения. Я такой, как интересно. И тоже интересный факт, я его проговорю, иначе забуду. Если делаешь такой конструктивный рисунок, так, довольно много, там часа 3, у меня 2-3 часа. Ты потом идешь по Питеру, и да, без разницы, там Милан, Рим, там, Пезаро даже. Ты идешь и смотришь и балдеешь. Балдеешь почему? Потому что происходит в мозгу считывание лингвы архитекторов, которые строили всю эту историю. Так как они были жутко умные, невероятно, ты смотришь и начинаешь довольно сильно это все понимать. Не так, как они, конечно. Окей. Для меня это был перебор полнейший. Я ходил по Петербургу и считывал конструктив зданий. Уже видел не фасадный декор, которого, на чем раньше, что раньше ориентировался. Такие персонажи. Что раньше ориентировался. Видел впервые голову. Как работает форма, объем и геометрия. Это было прям обалденно. Вот. Я думаю, ого, что происходит? Лучший способ научиться — это прийти в студию и радостно там, работать над проектами. Я не знаю, методы обучения круче. А вот тут фрагментарно и чуть-чуть получается то, что ты как будто бы чуть работаешь, как будто бы с этим архитектором. Не сам делаешь, а просто повторяешь. Ты не можешь у древних научиться. Что можно прочитать, это круто. И, все, что можно изучить, это круто. Но вот тут ты пришел с задачей сделать быстрый рисунок.
Ну, быстрый, хорошо бы эффектный, красивый. И проходишься по формам, и ты намного больше понимаешь эти формы. Намного больше понимаешь конструктив, особенно если тебе его нужно рождать. Ну, такая у тебя профессиональная задача, то это дико растит левелы. Я прям удивился. Ну и давай скетчить больше и больше. Но у меня уже в голове была такая тема, что нужно к этому относиться немножко, ну, типа, по-другому. Как по-другому? Ну, скетчить, вот как старинные монстры скетчили. Ну, они-то рисовали, а я думал, а может быть, они и скетчили? И на самом деле, да. Вот если посмотреть на то, как делал наброски для своих картин Рембрандт. Но это вот техника такая, в которую примерно я иду. Размытие туши, ну, чернил. 2 цвета чернил. В общем, я так посмотрел внимательно, и прям многому поднабрался. И очень удивился эффекту. Да. Вот. А для того, чтобы работать как они, понимаете, нужно взять инструмент, который у них был. Потому что, оказывается, очень большой процент этой эстетики, которая есть в работах именно старинных архитекторов, он упирается в инструмент. И инструмент, он формирует вот этот стиль, который они создали. Понимаете? То есть или перо, или игла, там, ну, если афорт. Вот такая история. Ну, я такой, окей, вот очень странно, ладно, я возьму перо. Ну, я взял перо. И это началась драма. Потому что, ну, во-первых, нет, я не взял перо. Мне его просто дали. Такая замечательная девушка, Катя Кольченко. Она, ну, архитектор. И, в общем, я видел, что она рисует пером. Мне нравилось. Ну и хотел что-то похожее, но другой тип. Она говорит, ну, попробуй. И как-то пьем кофе. Она дает мне перьевую ручку. Я такой, интересно. Могу ли я переложить то, что я уже там понял про скетчинг, на вот эту перьевую ручку? Оказалось, что не очень, но как-то по-другому. Но вот, блин, я загорелся. Я просто загорелся. И давай экспериментировать. Экспериментировать я начал почему-то, ну, с каким-то странным жестким пером. Потом перебирал. И как-то наткнулся на перо звездочка. И как-то тут все сошлось. И мой рисунок ощутимо стал становиться лучше. Я такой, ну, нифига себе. Ну, окей. Ну, то есть пришла такая эстетика. То есть сложились пара-тройка направлений. Стиль, к которому я стремился. У меня вдруг появился инструмент для этого. И были в голове наработанные образы, куда нужно идти. И была еще практическая необходимость вот эти идеи быстро зарисовывать. То есть вот эти факторы. Но я начал скетчить пером. И сначала это было медленно и неудобно. И странно. И, ну, тушь, чернильница, перо, это все растопыривать. Нет бы маркер взять и линер. Но это же быстро, технично. Ну, я такой, блин, как красиво вокруг, офигеть. Виду же этого ничего не передает. Вот, я такой прибалдел. И думаю, ну окей, я попробую понемножку переносить вот эту вот тему с пером. И из такого планерного рисования в рисование практическое. Ну, по проектам. И сразу получилось то, что это долго. Ну, это очень эффектно, но это долго. Как бы билось с той системой, из потребностей которых мое движение в перо выросло. Что не очень хорошо. Сами понимаете.
Вот. Ну и что я делаю? А я продолжаю. Ну, тупо продолжаю. Ну, как я обычно и делаю. Молитва и труд все перетрут. И что получилось? Я начал выхолащивать вот эту вот систему, которую я параллельно пытался понять, и оставлять из нее некоторые, на мой вкус, работающие для меня варианты. Это не пошло на пользу моему рисованию. Вот, сначала я ударился в детализацию, там вырисовывал все, ну, тщательно работал. Но это приводило просто к созданию отдельных таких, ну, довольно симпатичных рисунков. В общем, вот, ну, один из них, кому интересно, можно посмотреть. Висит в Михайловском саду карта, мной нарисованная, ну, перо и тушь. В общем, она сейчас на обеих входах. Ну и так, много где уже там и по миру висят мои рисунки. Но это вот как раз тот момент, когда я загонялся на качество. А что произошло потом? А потом я думал, это нужно ускоряться. И мне нужно было оптимизировать свой стиль, потому что у меня начались курсы по скетчингу. И нужно было тем людям, которые, ну, ничего не понимают, и перо, что такое перо? Первый раз в жизни вижу перо. Как? Вот им нужно было дать систему. Как можно в историю пера идти достаточно быстро. Вот, и я начал декорировать свой стиль. И это ни к чему не привело. Потому что из него исчезли лоск, пришла примитивность, но и скорость, и техничность. И вот такой был провал. Ну, я так смотрю и немного там думаю по этому поводу, что с этим можно сделать. Давай обратно пытаться вылезти. Ну, в общем, так метался, пока так более-менее не выкристаллизовалось то, что работает, ну, лично для меня очень хорошо. И на это ушло года 2, наверное, или 3. Ну, выбирание вот этих моментов, которые работают, ну, как алгоритм. Алгоритмы состоят из простых технических навыков. Ну, и вот теперь это, ну, такой мой плюс-минус сформировавшийся метод скетчинга. Ну, алгоритм я в таком простом виде даю на курсах и гоняю по нему студентов. Гоняю безжалостно, потому что прям сам, ну, спортсмен и верю только в подходы, тренировки. Волшебство не верю. Это все бред. А если нужно такое, ну, практичное, техничное рисование, такое, как у меня, то вот для него есть схема. Вот. Ну и оно сначала не очень складывалось без именно этого инструмента, без пера. Но что интересно, так как я довольно долго гонял эту систему, у меня пришли в нее многие моменты, ну, такой зафиксированной эстетики, от которой я вообще не хочу отказываться. Ну, просто вообще не хочу. Неинтересно. За отдельную плату могу Вот. дать погасить. Смотрите, я где. И фонарики у нас тут. Блин, вот так бы шел, но на вытянутой руке очень трудно держать. Тын-тын-тын. Может, селфи-палку потом возьму. Вот.
И все время тоже возвращался к маркерам и клинерам, потому что все равно же они под рукой. И реально не всегда растопыришь банку с тушью. То есть я не настолько маньяк, чтобы прям не видеть, что вокруг происходит. Пытался перенести это на линеры и маркеры. И оказалось, это не то, что невозможно, но дико неудобно. Дико просто неудобно. Почему? Потому что маркер и линер, они рождены быть такими, дешевыми. Дешевый инструмент, дешевый продукт, дешевый результат. Дешевый не по цене, а так выглядит. Это все большей частью. Вот. А я уже попробовал перо. Попробовал тушь и попробовал этот дичайший кайф от результата, от быстрого результата. Прикиньте, от быстрого. Все-таки пытался перекладывать. И плюс-минус там во многом это получилось. Потому что до этого произошла декомпозиция всей этой техники. И сейчас происходит изучение и складывание в алгоритм новых штук. Вот. И что? И с маркером получилось вроде, с линерами. Так, немножко так. Я потом попробовал. Думаю, можно ли это перенести, например, на сангину рисование или уголь. Оказалось, что тоже можно. Оказалось, что это гибкая штука. Гибкие принципы, которые я для себя в голове сформулировал. Я так блуждаю по Петербургу и немного потерял, где я. Вот. Довольно гибкие принципы. Потом оказалось, что то же самое можно реализовать, если ты берешь и просто кирпичом на стене рисуешь. Работает. Интересно. Или можно рисовать скотчем. Делать скетч скотчем. Это я делал на проектах. Храм мобильный, который сейчас все пытается достроить. В нем, пропорции, росты, форма окон я рисовал просто на стене скотчем. Отходил, и как будто бы я делаю большой рисунок на стене скотчем, скетч архитектуры. И это работает. И это круто. Вот. Мне оказалось, что это все работает. Я такой вдохновленный. Мне не нужно больше эта история с пером. Я могу забыть чернильницу. Конечно, у меня там все просядет, но это не настолько критично, чтобы обращать на это внимание. Тоже начал уходить в эту тему. А все равно, понимаете, чувствую, что ерунда. Потом нашел. Это вообще веселая история, потому что оказалось, он во многом реализует то, что мне нужно. Хотя не так, как перо, но плюс-минус. Плюс-минус, как перо. Местами. Фрагментарно, как может. А параллель пен — это такая ерунда, которую можно в кармане носить. Вот я в кармане ношу. Еще нашел вот такие, вот у меня пин-пин на кармане, линеры Винзор и Ньютон. Они могут вот в эту технику, не знаю почему, типа fine liner, но они типа могут. Еще нашел кола пен. Ты берешь бутылку колы, радостно вырезаешь из нее. Кому интересно, то загуглите, как его делать. Это весело и забавно.
какую сторону не двигайся, все равно перо давало идеальный и теперь уже быстрый результат. Он из всего, что я использовал, оно просто давало лучший результат в короткое время. То есть, срослась система. Вот. И теперь мой скетчбук, мой проектный скетчбук. Как это все происходит? То есть я делаю ресерч. Есть проект, происходит изучение проекта, копаюсь во всех слоях, там, история, культура, далеко назад, что может быть далеко вперед, какие люди, какой смысл можно вытащить оттуда. Формируется большая-большая информационная штука. И вот из этой штуки, я думаю, осмысляю, сращиваю ее там с идеей простой логики, функций, экономики, эстетики, требований проекта. Получается такое. Я это обозвал. Габриэле говорит, что это философия проекта. Я тоже в этом уверен. Но мне кажется, трудно об этом говорить. Нужно очень много объяснять. В общем, вот. И когда идет развитие такой философии проекта, происходит миллион моментов, которые бьются друг с другом и дают тебе форму, идею, мысль, логику, то есть текстовый и визуальный контент, который тебе нужно зафиксировать. И я теперь это делаю в своей технике, в моем скетчбуке. И скетчбук свой я показываю регулярно везде. В общем, везде, да. Вот. И полистать его теперь любопытно, всем даже там с графической точки зрения. Это такой. У меня ролевая модель, это, конечно, скетчбук Леонардо. Я иду в этом направлении. Старательно. Надеюсь, у меня получится. Вот. Из рабочих инструментов у меня осталась такая штука. Это перо. На самом деле, сейчас оно реально не очень часто участвует в моем скетчбуке, а больше реально параллельно, потому что это наиболее близкое к моему пониманию этой техники инструмент. Вот. И его всегда с собой нужно носить. Я всегда ношу его с собой, и он где-то у меня там в сумке. И в него заливаются чернила, и можно использовать с размытием туши. И тогда немножко Рембрандт, чуть-чуть, насколько тебе позволяет твой талант и трудолюбие. Немножко архитектор, немного пейзажист, немного философ, немного историк, немного лирик, немного практик, немного экономист, немного поэт, немного любитель жизни всего мира. Архитектор, я. Такое итальянское понимание этой всей истории. Вот. Вся эта история, она не сводится в необходимой мне эстетике и функции, и эффективности без пера. Вот понимаете? И вот в этом проблема. Потому что нельзя прийти в эту технику другими материалами. В общем, если есть необходимость показывать идеи своего проекта, или рисовать в той стилистике или близкой, как старинные монстры-архитекторы, то вот на это у меня есть система. И она основана как раз на работе пером. Вот его необходимость. В нее трудно и странно зайти с другими инструментами. Нужно все-таки пробовать так. Можно взять ее фрагменты и реализовывать с помощью других инструментов. Да. Вот.
пространно поговорил на 35 минут, но мне кажется, я эту тему прям раскрыл полностью. Что еще не сказал, я думаю. Ну, в общем, вот. Я топлю за скетчинг пером и тушью как основу для изучения, становления техники, ну, становления руки и эстетики. И у нее дико много плюсов, вот, которые я проговорил в этом видосе. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Кичигендорт. И всем чао-чао.